Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем весенний водопад. Сегодня рисуем пейзаж. А рисуем именно весенний пейзаж с цветущей вишней или сливой. Как вам больше нравится? Рисуем красивую розовую сливу с водопадом. Сегодня будем пользоваться не только минеральными красками, но и тушью, черной тушью. Рисуем, как обычно, на рисовой бумаге. Кисти используем азиатские, каллиграфические. Можно использовать и другие кисти, главное, чтобы кончик у них всегда собирался вместе. Итак, сначала наметим масштабы нашего рисунка и прорисуем слева и справа скалы. Наметим сначала их контуром. Наберем на кисть черной туши, но не очень жидко. Излишки туши можно убрать, проведя кистью об салфетку. И самым кончиком кисти мы сначала намечаем контуры камней. Каким движением мы это делаем? Мы ставим кисть на кончик и проводим ей от точки до точки линии. Двигаемся линиями от точки до точки. Когда кисть, из нее уже выйдет почти вся тушь, и она станет полусухой, тогда мы, как бы проскрябывая кистью, прижимая ее от кончика до пяточки, нанесем рельеф на скалы. По тому же самому принципу мы продолжаем заполнять пространство на листе, прорисовывая наш пейзаж. Сначала скалы, контур и фактуру, контур и фактуру. Теперь наметим для себя водопад. Сначала прорисуем на водопаде выступающие из него скалы. Поскольку эти камни достаточно мокрые, они всегда мокрые, потому что там течет вода, мы нарисуем их ярко-черной тушью, просто оставляя отпечатки, прижимая кисть либо самым кончиком, либо от кончика до пяточки, в зависимости от нужного нам мазка. И накладывая эти мазки друг на друга, прорисовываем вот такую конструкцию камня. Затем самым кончиком кисти мы наметим себе, где у нас начинается водопад. У нашего водопада будет несколько уровней, поэтому мы прорисуем и наметим несколько камней на первом из порогов. Также затем мы прорисуем и более верхний порог водопада. Сначала наметим несколько выступающих из воды камней. Точно так же черной тушью, отпечатками. И также кончиком кисти мы наметим, собственно говоря, и где начинаются эти пороги, где они заканчиваются. Теперь перейдем к самому главному элементу нашей композиции после водопада, что именно больше всего сделает его весенним. Мы прорисуем сначала дерево, ствол дерева, сливы. Самым кончиком кисти, черной тушью, мы с вами начинаем прорисовывать дерево. Дерево живет по определенным ритмам. Первый ритм дерева – то, что оно растет вверх, а потом начинает сверху вниз опускать свои ветви, как бы образовывая в общей сложности окружность. И следующий ритм – это то, что оно одновременно, устремляясь вверх, имеет винтообразную конструкцию, то есть кора дерева и само дерево, оно прорастает вверх по винту. Поэтому очень много стволов закрученных и искривленных. По такому принципу мы и рисуем дерево. Мы направляем ветви дерева вверх и в стороны, и одновременно мы придаем им
форму закрученности. Ветки растут и наращиваются по тому же самому принципу, как и основная ветвь, так и другие более малые ветки на ней. Теперь черной тушью, оставляя отпечатки кистью самым кончиком или от кончика до серединки прижимая кисть, мы прорисуем, как бы задавая себе место, где будет трава. А теперь, когда кисть уже подсохла, мы этой сухой кистью как бы проскребем по бумаге, задавая те места, где будет вода. То есть мы обозначаем воду. Вода, она белая или кажется нам иногда голубой, но мы обозначим ее белым и голубым. Прорисуем почву, проведя кистью, прижимая кончика до пяточки в нескольких местах таким образом, а затем еще раз нанесем черным цветом отпечатки, обозначая деревья заднего плана, черной тушью прижимая кисть от кончика до пяточки. И точно так же на порогах мы проскребем уже подсохшей кистью. Кисть можно либо подождать, пока она сама по себе высохнет, либо просто убрать излишки об салфетку. И теперь, набрав на кисть серой разбавленной туши, мы обозначим просто прикосновением кисти, проводя вот такие горизонтальные линии, обозначим воду. Мы сейчас как бы делаем набросок, скетч. Вместо карандаша мы работаем черной тушью. И затем мы перейдем к цвету. А теперь обозначим сосны ярко-черной тушью, просто прижимая кисть от кончика до самой пяточки, наращивая эти отпечатки друг на друга и задавая конструкцию кроны сосны. И затем самым кончиком кисти мы прорисуем вот такие стволы. Намечаю контур, который потом заполним цветом. Вот такую черно-белую основу мы с вами получили. Сейчас переходим к работе с цветом. Набрав ярко-красный цвет на кисть, мы самым кончиком или более прижимая кисть, соответственно, когда мы увеличим на нее давление, мы получаем более сильный, более широкий, большой отпечаток, мы с вами намечаем цветы. То есть мы с вами работаем цветом, но все так же пятнами. Затем возьмем более активный бордовый яркий цвет и тоже в нескольких местах наметим бордовые отпечатки. Затем оставляем дерево подсыхать. Наберем коричневый оттенок и, прижимая кисть от кончика до пяточки, мы либо проводим кистью по бумаге, либо просто прижимаем к ней кисть, чтобы нанести цвет на скалы. Мы оставляем белые пробелы, чтобы нанести коричневый более темного оттенка позже, когда этот коричневый цвет подсохнет. Теперь, смешав синий цвет с черной тушью, чтобы приглушить ярко-синий цвет, мы прикосновением кисти, может даже самым кончиком, немного подчеркнем водную гладь. То же самое мы с вами сделаем и с водопадом, но здесь можно работать уже более ярким синим цветом, просто разбавленным водой. Так же, как мы с вами наносили и отпечатки тушью для того, чтобы показать белую воду, точно так же мы сейчас поступаем и голубым цветом. Не забываем и про верхние пороги водопада. Так мы показываем фактуру текучей воды. Теперь, набрав оттенок зеленого, мы подчеркнем кроны сосен. Мы оставим отпечатки, прижимая кисть от кончика до самой пяточки. Можно и на уже нанесенных черных кронах или обрамляя их вокруг. Теперь, набрав другой оттенок зеленого, более яркий и свежий, мы оставляем отпечатки кистью на том месте, где наметили траву под деревом сливы. И, взяв другой оттенок зеленого, точно так же мы поработаем с задним планом за соснами, оставляя отпечатки
Меняя оттенки зеленого, прижимая кисть от кончика до самой пяточки, мы намечаем задний план и прорисовываем как бы лес и деревья на заднем плане. Можно добавить и немного желтоватый коричневый. Так это будет смотреться живее, интересней и более натуральнее. Теперь, взяв темно-коричневый цвет, мы заполним с вами краской ствол сливы. Заполнив краской ствол сливы, мы дадим ему подсохнуть и перейдем к другому элементу. Наберем темно-коричневый на кисть и те самые белые пробелы, которые мы оставили на скалах, мы сейчас с вами заполним этим темно-коричневым, просто прижимая кисть, ведя ее в нужном нам направлении, как бы проскрябывая по листу бумаги, мы заполняем белые пустоты. Если какие-то белые пустоты останутся, это не страшно, это будет даже красиво. Теперь светло-зеленым подчеркнем почву. И немного более темным синим, можно приглушить его черной тушью. Мы с вами еще немного поработаем с водой, лучше всего около камней, потому что там всегда более темная вода, и сами камни тоже, они более темные, потому что ближе всего к воде. Немного поработаем и с небом. Наберем свежий голубой оттенок и немного полусухой кистью повозим по бумаге. Теперь, когда уже стволы подсохли на соснах, мы возьмем какой-нибудь яркий оттенок коричневого и просто прорисуем стволы. Заполним их цветом. И тогда нам останется последнее, это либо взять готовый розовый, либо смешать красный с белилами и получить розовый, и отпечатками кисти, прижимая ее от кончика до самой пяточки или более меньшим давлением на кисть, в зависимости от необходимого размера отпечатка, мы с вами заполним крону сливы. И это будут последние наши с вами штрихи. Надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее занятие. И оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали.